Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сезон клубники уже начался и хочется из нее приготовить что-то вкусное и необычное. В это видео я собрала сразу 5 блюд из клубники. Все блюда разные и каждое по-своему вкусное. Первыми приготовим оладьи, но не совсем обычные, а с клубникой. Готовятся они очень просто и отлично подходят для десерта. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим тесто. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 2 столовые ложки сахара и 10 грамм ванильного сахара. Все взбиваем миксером до однородности. В эту массу наливаем 200 мл несладкого йогурта. Опять все перемешиваем. Йогурт можно заменить кефиром или сметаной. В эту смесь насыпаем примерно 200 грамм муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Муку всю сразу не засыпайте, а смотрите по консистенции теста. Тесто должно медленно стекать с венчиков. 300 грамм клубники моем и нарезаем пластинками. Жарим оладьи. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем тесто. Одна оладья – это примерно 1 столовая ложка теста. Сверху кладем пластинки клубники. Еще больше разных рецептов с клубникой смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Жарим оладьи на небольшом огне. Когда нижняя часть подрумянится, переворачиваем их на другую сторону. Обжариваем оладьи еще 1 минуту и снимаем со сковороды на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Так готовим все оладьи. Вместо клубники можно использовать банан или яблоко. Оладьи с клубникой получились очень вкусными и красивыми. Подавать их можно со сметаной или несладким густым йогуртом, например, греческим. Обязательно их приготовьте, это просто и вкусно. Вторым приготовим клубничный торт «Зебра» без выпечки. Торт готовится несложно, а получается красивым и очень вкусным. Этот торт отлично подходит для летней жары. Сначала приготовим клубничный крем. В железную мисочку насыпаем 2,5 столовых ложки желатина и заливаем его 100 мл холодной воды. Все перемешиваем и оставляем набухать примерно на 10 минут. Пока набухает желатин, клубнику чистим от плодоножек и моем. Нам понадобится 1 кг свежей клубники. Все ягоды измельчаем в пюре с помощью измельчителя или в блендере. Клубничное пюре выливаем в миску. Для этого торта также можно использовать и замороженную клубнику, предварительно разморозив ее при комнатной температуре. В клубничное пюре насыпаем 2 столовых ложки сахара и перемешиваем до растворения сахара. Желатин уже набух, распускаем его на маленьком огне и доводим до температуры примерно 50 градусов. Растопленный желатин постепенно вливаем в клубничную смесь, при этом постоянно перемешивая. Приготовленное клубничное пюре получается достаточно жидкое. Оставляем его при комнатной температуре примерно на 20 минут, чтобы оно немного схватилось и стало гуще. В таком виде с ним будет более удобнее работать. Чтобы пюре быстрее загустело, его можно поставить в холодильник, но тогда его нужно обязательно периодически перемешивать. Клубничное пюре должно стать вот такой консистенции. Готовим форму для торта. Я взяла квадратную форму размером 23 на 23 см. В середине форму аккуратно застилаем пищевой пленкой, для того, чтобы металлическая форма не окислялась и торт легко вынимался из формы. Первым слоем кладем песочное печенье. Печенье нужно складывать плотно друг к другу, а лишние части печенья, которые не помещаются в форму, обрезаем ножом до нужного размера. На слой из печенья выливаем немного клубничного пюре. Слой из клубничного пюре по толщине должен быть немного тоньше, чем толщина печенья. На пюре опять кладем слой из печенья, стараясь класть его на поверхность пюре, не вдавливая. Так складываем весь торт. У меня получилось 5 слоев из печенья. Всего для торта понадобилось примерно 1 кг печенья.
Торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник застывать минимум на 2 часа. Торт застыл, вынимаем его из формы и переставляем на доску. Обрезаем края торта, так он будет выглядеть красивее и аппетитнее. Торт переставляем на блюдо, на котором будем подавать его на стол. Готовим украшение. В миску кладем 350 грамм сливочного сыра, например, сыр Филадельфия, и наливаем примерно 50 грамм сливок жирностью 10%. Сюда же насыпаем 2 столовых ложки сахарной пудры. Все взбиваем миксером до однородности. Если сливочный сыр у вас не такой густой, как у меня, то сливки добавлять не нужно. Верх торта смазываем тонким слоем приготовленного крема. Крем перекладываем в кондитерский мешок с насадкой «Звездочка». Отсаживаем звездочки по всей верхней части торта. Сверху торт посыпаем корицей. Торт получился очень вкусным и необычным. В нем хорошо сочетается сладкое песочное печенье и клубничное пюре с кислинкой. Обязательно приготовьте такой тортик. Его очень легко готовить и не нужно ничего печь. Третьим приготовим домашнее мороженое с клубникой. Мороженое готовится просто и получается очень вкусным. По этому рецепту мороженое можно приготовить с любыми ягодами или фруктами, и вы точно будете знать, из чего оно приготовлено, в отличие от магазинного. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. В чашу блендера насыпаем 200 грамм свежей клубники и добавляем 3 столовых ложки сахарной пудры. Все пюрируем блендером до однородности. Зимой вместо свежей клубники можно использовать замороженную. В чашу миксера наливаем 200 мл сливок жирностью не менее 30%. Сливки начинаем взбивать на маленькой скорости миксера и постепенно увеличиваем ее до максимальной. Сливки обязательно должны быть холодными, только из холодильника, а чаша и венчика чистыми и сухими. Когда сливки начнут густеть, добавляем 3 столовых ложки сахарной пудры и продолжаем взбивание. Во взбитые сливки вливаем примерно четвертую часть пюрированной клубники и аккуратно перемешиваем лопаткой. В формочки для мороженого наливаем клубничное пюре. Заполняем их клубничным пюре примерно на треть. Сверху на клубничное пюре выкладываем подготовленные взбитые сливки. Вставляем палочки. Если нет таких формочек, то мороженое можно заморозить в бумажных или пластиковых одноразовых стаканчиках. Стеклянную посуду не используйте, так как она может лопнуть. Мороженое в формочках ставим в морозилку на несколько часов. Мороженое готово. Чтобы легче его было достать, окунаем форму в горячую воду на пару секунд. Клубничное мороженое получилось очень вкусным и холодным, как раз для летнего жаркого дня. Обязательно приготовьте домашнее мороженое. Такой натуральный десерт приятно удивит и порадует всех ваших близких, особенно детей. Также такое мороженое можно приготовить с любыми ягодами или фруктами. Четвертым приготовим очень вкусное печенье с ароматной клубникой. Готовится очень просто, а в результате получается нежнейшее печенье с вкраплениями сочной ягоды. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Замешиваем тесто. В миску кладем 80 грамм мягкого сливочного масла. К нему насыпаем 70 грамм сахара. Все взбиваем миксером до побеления масла примерно 3-5 минут. Во взбитое масло с сахаром разбиваем одно яйцо и опять перемешиваем до однородности.
В эту смесь насыпаем 170 грамм муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Все перемешиваем миксером до однородности. Готовим начинку. 200 грамм свежей клубники моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Всю клубнику нарезаем на более мелкие кусочки. Нарезанную клубнику перекладываем в миску и посыпаем 1 столовой ложкой муки. Аккуратно перемешиваем. Подготовленную клубнику сразу же высыпаем в миску с тестом. Все аккуратно перемешиваем лопаткой. На силиконовый коврик или стол насыпаем немного муки. На муку выкладываем примерно по пол столовой ложки теста. Каждый кусочек теста посыпаем мукой и скатываем в шарик. Немного его приплюскиваем сверху и кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Так делаем все печенье. Также у меня на канале есть и другие очень вкусные рецепты печенья. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Подготовленное печенье ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекаем 20 минут. Испеченное и уже остывшее печенье посыпаем сахарной пудрой. Печенье с клубникой получилось очень вкусным и ароматным. Приготовить его не составит особого труда. Если у вас большая семья, то рекомендую печь сразу двойную порцию. Пятым приготовим роскошный торт Анна Павлова. Воздушное мягкое облачко и нежные сливки с ароматной клубникой. Что может быть вкуснее и красивее? Сначала приготовим меренгу. 6 яиц разделяем на желток и белок. Белки выливаем в чашу миксера. Желтки в этом рецепте нам не понадобятся. Всего понадобится 200 грамм белка. Белки начинаем взбивать. Когда появится пена, начинаем всыпать сахар по 1 столовой ложке. Насыпаем постепенно, примерно каждые 10-15 секунд, чтобы сахар успевал раствориться в белках. Всего понадобится 350 грамм сахара. Белки обязательно должны быть комнатной температуры. Белки с сахаром взбиваем в крепкую и устойчивую пену. В конце взбивания в белки добавляем 1 столовую ложку лимонного сока, еще немного взбиваем. Сюда же насыпаем 1 столовую ложку крахмала и перемешиваем. Благодаря крахмалу внутри меренга будет очень нежная, а сверху покроется хрустящей корочкой. На листе пергаментной бумаги рисуем круг в диаметре 20 см. Бумагу перекладываем на противень, а уголки листа приклеиваем маленькими капельками меренги к противню. Всю меренгу выкладываем в центр круга. Разравниваем ее по кругу. Чтобы она была более красивая, берем столовую ложку и по бокам проводим вертикальные полосы. Меренгу с ложкой собираю в мисочку, чтобы полосы получались более четкими. Меренгу, которую собрали с ложки, выкладываем сверху. В центре купола ложкой делаем углубление. Все ставим в духовку, разогретую до 140 градусов, и выпекаем 20 минут. Спустя 20 минут температуру уменьшаем до 110 градусов и сушим еще примерно 3 часа. Готовые меренги даем остыть в духовке, приоткрыв немного дверцу, чтобы выходила влага. Испеченную и остывшую меренгу снимаем с пергамента и перекладываем на большое плоское блюдо, в котором будем подавать ее на стол. Готовим крем. В миску наливаем 500 мл холодных сливок жирностью не менее 30%. Насыпаем 1 столовую ложку сахара, 10 грамм ванильного сахара и 8 грамм загустителя для сливок. Все начинаем взбивать на низкой скорости миксера, постепенно увеличивая ее до максимальной.
Обратите внимание, миска и венчик должны быть обязательно чистыми и сухими, а сливки холодными. Загуститель для сливок добавлять не обязательно, но в жаркое время года, чтобы сливки хорошо держали форму, желательно его добавить. Готовим клубничный сироп. 200 грамм клубники кладем в чашу измельчителя и насыпаем 1 столовую ложку сахара. Все взбиваем до однородности. 500 грамм свежей вымытой клубники разрезаем пополам. Складываем торт. На высушенную меренгу выкладываем взбитые сливки. Сливки аккуратно разравниваем по всей поверхности меренги. В сливки по кругу вставляем половинки ягод клубники, имитируя цветок. Еще больше разных рецептов тортов смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Сверху все заливаем клубничным сиропом. Вместо клубники можно использовать любые ягоды или фрукты. Торт Павлова готов. Этому торту не нужно настаиваться, он подается сразу же после приготовления. Торт Анна Павлова получился очень вкусным и красивым. В нем отлично сочетается сладкая хрустящая меренга снаружи и мягкая воздушная середина с ароматной клубникой и нежными сливками. Саму меренгу можно приготовить заранее, например, за 1-2 дня, а окончательно сложить торт уже непосредственно перед подачей. Если вам понравились такие рецепты с клубникой, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.